Привет, с вами проект Power Device. Здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. В данном ролике речь пойдет о телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. Хочу подробнее рассказать вам о такой фишке, которая называется «Здоровое использование устройства». Это скрытая фишка экранного времени, отслеживание количества разблокировок, а также здесь можно активировать суточный лимит экранного времени, либо лимит экранного времени отдельно на каждое приложение. Также, к слову, скажу, что если вам вообще не нужно это меню, оно вас не интересует, для таких пользователей я покажу, как выключить эту статистику для экономии заряда вашей батареи. По умолчанию она включена и собирает множество статистики. В общем-то, эта скрытая фишка в оболочках HyperOS с последними версиями Android, она очень интересная, и даже если кто-то про нее рассказывает в интернете, то не совсем вдаются в подробности. Сразу отмечу, что до этой фишки можно добраться двумя способами. Первый способ через тему Xiaomi, а второй через скрытые настройки. И в основном, если пользователи знают, как до нее добраться, то они делают это через тему, но таким способом данное меню будет немного ограничено для большинства телефонов. Поэтому я рекомендую добираться до него именно через скрытые настройки. Сейчас обо всем расскажу. Начну по порядку, это первый способ, как попасть в данное меню. Тема Supreme Max. Внимание, если на вашем телефоне данная тема не находится через магазин тем, тогда просто откройте Google поисковик, впишите в поиске следующее: Supreme Max Them, то есть Supreme Max тема. Первая же строка в поиске должна выйти та, которая нам и нужна. Видите в ней название Supreme Max. Нажимаем на нее. Попадаем на следующий сайт, спускаемся немного ниже, находим строку «Ссылка на официальный магазин тем». Нажимаем. У нас открывается приложение «Магазин тем для Xiaomi». Нажимаем «Загрузить эту тему» и, внимание, если у вас оболочка HyperOS, а все эти действия предназначены именно для нее, скорее всего у вас будет написано, что данная тема вам не подходит. Ничего страшного, нажимаем «Ок», «Продолжить». После загрузки данной темы ничего не делаем дальше. Все это можно закрыть. Далее на рабочем столе делаем щипок «Виджеты». Виджеты Android. В разделе часов находим данную тему. У меня она находится самой первой, вот она, Supreme Max. Нажимаем на этот виджет, добавляем его на рабочий стол. Далее нам предлагается выбрать один из вариантов отображения, вот они, 3. Нажимаем вот этот. Галочка появилась, теперь нажимаем эту стрелку, пока не появится виджет такого вида. Теперь под этим виджетом, вот здесь по надписи внизу, клацаем по 2 раза, вот так. Он начнет меняться. Нам нужно добраться вот до такого меню. Здесь в правом нижнем углу есть такая кнопка. Нажимаем на нее и попадаем в статистику экранного времени. Сразу отмечу, что опытные пользователи скорее всего знают об этом меню. Но, друзья, через скрытые настройки мы попадем немного в другое меню. Там больше показаний. Здесь есть, так скажем, необычные данные, которые вам будет интересно увидеть. И посмотреть, например, сколько у вас за определенный день было разблокировок телефона. Сейчас я дальше еще покажу вот эти функции: суточный лимит экранного времени, либо лимит на каждое приложение отдельно, как ими пользоваться и что они дают. Но для этого нужно показать второй способ, как добраться до этого меню. Смотрите, на моем телефоне через виджет я попал в данное меню, но если я нажимаю вот эту стрелочку назад, то меня просто выкидывает из этого меню. Теперь нам с вами нужно зайти в Activity Launcher. Это приложение можете скачать в Play Market. На данный момент у меня установлена новая версия этого приложения, самая последняя. Здесь я спускаюсь практически в самый низ. Нам нужно найти вот такие параметры, называются они настройки. У вас также, скорее всего, будет 2 таких параметра. Посмотрите, вот здесь в скобочках написано, сколько в этих параметрах скрыто подпунктов. У вас эти цифры могут отличаться. Нам нужен параметр, где меньше подпунктов. У меня здесь 554, а здесь 51. Я нажимаю его. Спускаюсь немного вниз, нахожу здоровое использование устройства. Запустить действие. Далее нажимаю 3 точки, ярлык на рабочем столе. После чего на вашем последнем рабочем столе, где будет свободное место, появится вот такой ярлык. Через него мы и сможем заходить в данное меню. Сейчас быстро вкратце расскажу, что мы здесь можем видеть и как использовать эти настройки. Экранное время сегодня. Вот оно. Нажмем сюда.
Здесь мы будем видеть по дням недели, сколько времени мы проводим за своим телефоном. Например, сегодня я пользовался телефоном 1 час 8 минут, на 49 минут больше, чем днем ранее. Внизу мы можем найти те приложения, которыми мы больше всего пользуемся. У каждого приложения здесь будет написано время, сколько вы в нем провели. Нажимаем «Больше статистики». Здесь будут показаны все приложения. Также многим пользователям, я думаю, очень интересно будет узнать, сколько разблокировок они совершают в день со своим телефоном. Для этого в главном меню также нажимаем «Экранное время сегодня», идем в самый низ и здесь смотрим статистику. Например, за сегодня я разблокировал телефон 3 раза. Некоторые люди могут удивиться своей статистике, ведь у многих пользователей разблокировок бывает 150 и более. Напишите в комментариях, сколько разблокировок за день вы совершаете. Всем будет очень интересно. Для чего вообще нужна вся эта статистика? Друзья, смотрите, вот здесь есть такое отдельное меню, я чуть позже покажу, как в него заходить. Именно в нем можно отключать сбор всей этой статистики. В данном меню есть вот такой подраздел. Если мы нажмем вот эту сноску, вредные привычки, которые будет отслеживать ваш телефон. Так вот, все это связано с меню «Здоровое использование устройства». Конечно, многие люди за этим не следят, но это очень вредно. Оставаться много в каком-то приложении, это отнимает ваше личное время, может даже портить глаза или быть причиной головных болей. Что данное приложение советует в этом случае? В главном меню идем в лимит экранного времени. Здесь смотрим те приложения, которые больше всего отнимают у нас времени. Если это, конечно, не какие-то полезные приложения, либо приложения для вашей работы. Например, у кого-то это может быть TikTok, в котором вы залипаете по 1,5 часа в день. Я за место TikTok буду использовать ВК. Нажимаю на него. Ставлю галочку «Лимит времени». Это можно настраивать в будние дни или выходные. Например, ставлю в будни. Здесь выставляются часы, а здесь минуты. Я нажимаю «Ок», я выставил 1 минуту, нажимаю «Включить». То есть в данном случае именно для себя в приложении ВК по будням я ограничил его использование до 1 минуты. В чем суть всего этого? Сегодня утром я просыпаюсь, захожу в приложение ВК, сижу в нем 30 секунд, потом чуть позже захожу еще сижу 30 секунд. Минута прошла, и это приложение на вашем рабочем столе становится неактивным. Вот оно. Теперь оно выглядит серым. Лимит на его использование исчерпан. Если я на него нажму, будет такое сообщение. Сейчас мы настраивали лимит экранного времени отдельно для каждого приложения. А есть еще суточный лимит. Он точно так же настраивается в рабочие дни и в выходные. И если вы поставите эту галочку, конкретно эта настройка влияет уже практически на все приложения. Смотрите, по истечению времени большинство приложений, а именно их 90%, становятся неактивными. Естественно, кто-то из вас сейчас задается вопросом, а можно ли вообще это все отключить, если оно стало неактивным? Да, можно. Я захожу в суточный лимит, просто снимаю эту галочку. Все приложения сразу же становятся активными, все становится как и раньше. Тогда вы спросите, зачем все это нужно? Друзья, это нужно именно для вас, либо для ваших детей. Смотрите, вот здесь есть 3 точки. Пароль здорового использования устройства. Я нажимаю «Установить». После этого, когда экранное время выйдет и какие-то приложения будут неактивны, чтобы все это отключить, нужно вводить пароль. То есть получается, если вы все это настраиваете именно для себя, то это остается на вашей совести. Если, например, на ТикТоке вышло время, то вы даете себе обещание, что вы больше его не продлеваете на сегодня. Соответственно, если вы хотите контролировать своего ребенка и в каких приложениях он сидит, ограничивать их активность, тогда выставляете пароль, и он уже без вашего участия не сможет продлить себе время или что-то изменить. Все просто. Теперь другая часть видео для тех, кто хочет сэкономить свою батарею и вообще не вести статистику по сбору экранного времени и так далее. Во-первых, тогда для вас стоит зайти в настройки в первую очередь. Цифровое благополучие. В целом это похожая опция, которую мы только что разбирали, но только та более продвинутая. Если ваше меню здесь выглядит так, то ваша статистика экранного времени собирается, и здесь ее также отдельно нужно отключить. Для этого жмем 3 точки. Управление данными, использование устройства за день, снимаем галочку, закрыть доступ в настройках, цифровое благополучие, отключаем эту галочку. Далее в Activity Launcher заходим в те же настройки, которые я показывал в начале ролика. Вот они.
Идем вниз, находим первую строку «Статистика просмотра экранного времени». Возможно, эта строка у вас будет где-то в другом месте, но у меня она первая, после вот этой строчки. Я на нее нажимаю, запускаю действие, у меня открывается нужное меню. Вот здесь я показывал вам данную сноску с вредными привычками. Теперь здесь же я нажимаю 3 точки, выключить статистику просмотра экрана. Также вам нужно зайти в этот ярлык, в меню «Здоровое использование устройства», жмем 3 точки, выключить. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании, там я оставляю много полезных фишек наподобие этой. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на этот канал. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.